Mercedes ML 350 2007 год. Замена маслового двигателя. Для этого нам потребуется снять переднюю часть защиты. Она вот такая небольшая. Она крепится спереди на 2 болта и сзади на 2 болта. И также, вот тут правда оторванный, с двух сторон еще к локеру болтиком на 10 с этой стороны и с этой стороны. То есть получается у нас по крепежу болт один здесь, спереди здесь и спереди здесь, и к локеру по одному. Дальше мы видим сливную пробку, сливаем масло. Пока будет сливаться масло, мы снимем масляный фильтр. Пока у нас сливается масло, переходим под капот, снимаем вот эту верхнюю крышку. И откручиваем корпус фильтра. Достаем оттуда фильтр, меняем на новый и все обратной последовательно закручиваем. Перед тем, как открутить корпус масляного фильтра, желательно вокруг все здесь протираем, продуваем, чтобы во время откручивания избежать попадания грязи вовнутрь двигателя. Для откручивания пластиковых корпусов я советую, даже не советую, я пользуюсь вот таким вот мягким съемником для фильтров. То есть он более безопасен, чем цепи и прочие железные приспособы. То есть откручивается он с той стороны, откручивается он достаточно легко. Все, сорвали. Дальше должен пойти руками. Достаем вставку. И выкидываем. Ждем, пока полностью сольется масло. Можно протереть тут стаканчик чистой сухой тряпочкой. Главное, чтобы там не осталось внутри корпуса никаких остатков от той же тряпочки, которую будем протирать. Ставим новый фильтрующий элемент, уплотнительную резиночку, закручиваем обратно, закручиваем пробку поддона, ставим там обязательно новую медную шайбу. Заливаем масло, выставляем уровень. Та самая резиночка, вот это вот сменное кольцо на корпусе фильтра, тоже обязательно менять, дабы избежать отсюда утечи. Обычно, как правило, идет с комплектом фильтра, идет вот эта резиночка уплотнительная. Если нет, то можно и купить отдельно. Фильтрующий элемент будем использовать вот такой вот оригинал. Номер его. Вот видно. В комплекте идет сам фильтрующий элемент и резиночки, о которых я уже говорил. Ремкомплект. Вот эти вот резиночки мы ставим на корпус. Сначала корпус моем, куда устанавливаются резиночки, ставим все новые резиночки, новый фильтрующий элемент, устанавливаем обратно все это на двигатель, закручиваем пробку поддона и заливаем масло. На пробку поддона тоже ставим новую медную шайбу, дабы избежать течи масла. Итак, мы помыли корпус, поменяли вот эти вот 3 резиночки. Раз, два и 3. Можно ставить на двигатель. Обращаю ваше внимание, что фильтр надо
как бы до конца его туда засунуть. Он тут плотненько достаточно заходит. Многие его не до конца вставляют, и как бы потом при установке его появляются проблемы. То есть он сюда его одели, плотненько прям туда он прям заходит с таким как бы характерным звуком. Все, убедились, что фильтр плотно сидит, резинки поменены, стаканчик туда, куда устанавливается сам фильтрующий элемент, тоже уже протерли. Там все чисто, красиво. Можно, в принципе, его ставить на машину. Сам корпус фильтра все протерто, помыто. Все, обратно его вкручиваем. Сейчас возьмем съемник, чуть-чуть его подзажмем, и можно приступать к заливу масла. Итак, мы установили фильтрующий элемент на место, закрутили пробку поддона, залили масло, выставили масло по уровню. Сейчас мы можем запускать двигатель, даем поработать ему пару минут, смотрим на то, чтобы то, что мы откручивали, у нас нигде ничего не потекло. То есть это фильтрующий элемент, пробка поддона. Потом глушим его. Пока он будет стоять пару минут, мы ставим обратно крышку. Устанавливаем защиту двигателя. Тем временем масло все стечет в поддон. И можно будет тогда еще раз перепроверить уровень и точно уже долить масло по уровню, если того будет требовать. Но скорее всего надо будет долить, потому что у нас фильтрующий элемент пустой. Он что-то возьмет на себя. По таблице на этот двигатель уходит 8 литров масла на полную замену, но, как правило, при замене уходит где-то порядка 7,5 литров масла, так как где-то остается часть теплообменники, часть в поддоне и так далее и тому подобное. То есть сначала заливаем по уровню, запускаем, стоит 5 минут, проверяем уровень, если требуется, доливаем. Итак, у нас двигатель поработал пару минут, этого достаточно. Можно глушить, устанавливать защиту двигателя, ставить декоративную накладку двигателя. Пока будем ставить, пройдет 10-15 минут, этого достаточно будет, чтобы масло все стекло в поддон. Проверяем еще раз, выставляем точный уровень. В принципе, на этом все. Осталось только сбросить межсервисный интервал. Как сбросить его, можно посмотреть в одном из моих видео. И на этом, в принципе, замена масла завершена.